Ну, рассказывай, Вероника, откуда ты взялась в Египте и как долго ты тут живешь? Долго живу, да живу уже здесь 12 лет. Приехала совершенно случайно. Случайно приехала и не вернулась, как я, да? Ну, вернулась, возвращалась некоторое время, первое время возвращалась. Целых 2 года я ездила туда-сюда, а потом поняла, что все-таки я здесь себя хорошо очень чувствую. А получилось как? Уже будучи на пенсии впервые в жизни, я решила съездить отдохнуть в Египет. Приезжаю, а я же больной человек, у меня астматический бронхит, я уже даже в реанимациях побывала. Да, серьезно так все, Да, с астмой у меня были дела нехорошие. Короче говоря, приезжаю первый раз, прилетаем в Хургаду, схожу с трапа самолета, веришь, я ухватилась за перила, я боялась, что я сейчас взлечу. Так легко мне стало дышать. Дышать, да? Нос отложила. Я всю жизнь с каплями. Я с ингалятором, понимаешь. Здесь вдруг мне отложило все на свете. Я прожила 2 недели. Первые, когда я приехала, я не могла надышаться, не могла нарадоваться. И, конечно же, я стала повторять мои поездки. Я стала приезжать. Но я еще работала 2 года. Кем вы работали? Ну, я уже, когда ушла на пенсию, я на рынке торговала. Да? У меня 4 точки, у меня все хорошо было. А чем торговали? Обувью. Обувь? Да, О, вы молодец. такая... А до этого кем работали? А до этого инженером на радиозаводе работала. Ой. Радиозавод «Спутник» такой был. Так это же там это облучение, много облучения. Нет, у нас радиозавод, и аппараты телефонные и радиотелефоны для самолетов, для ракет, ну такие вот. Ага, шикарно, шикарно. Обучение, я работала нормально, получала целых 120 рублей на те деньги. Вот, и на пенсию ушла. Вы откуда? Из Беларуси. Из Беларуси, да. Знаешь, кто я по национальности? Русско-украинская, белорусская. Да вы что? Знаешь такую национальность? Да, знаю. Мама украинка, папа русский. А родилась и выросла всю жизнь в Беларуси, прожила, и гражданка Беларуси. Поэтому я люблю свою Беларусь. Обожаю, конечно. И, конечно, я иногда буду вставлять белорусские словечки. Можно? Не, я вам скажу, что у меня с Беларусью связаны очень теплые такие взаимоотношения, потому что у меня подруга из Беларуси, мы уже 17 лет дружим. Да? Да, здесь у меня много... Она здесь живет? Нет, она живет сейчас в Москве, но она сама с Беларуси, из Минска. И здесь у меня девочки, подруги белорусские, поэтому у меня, в общем, у меня очень такая... много здесь, наоборот, украинок, как-то мы подружились все. Даже вот именно из Харькова девочки, мы очень дружим. Вообще я не понимаю, в Египте, в Хургаде, слава богу, у нас нету слова национальность, у нас есть слово турист. Да. Мы все туристы, мы все дружим, мы все общаемся. И проблемы, которые есть сейчас огромные, мы стараемся их обходить и не говорить об этом, потому что у каждого свои мысли, конечно же. Но мы никого друг друга не обижаем, и все знают, что все хотят жить в мире. Да. Это самое главное. Да. Вероника, я так понимаю, у вас с Египтом такая большая любовь, большие теплые отношения. Ну, да. Отношения теплые, конечно, есть много недостатков, есть много чего не нравится, но за Красное море мы все прощаем. Море самое красивое в мире, самое теплое в мире и самое прекрасное. И из-за этого мы здесь все живем. Вот. Ну и также из-за климата. Все знают, что здесь очень хороший, мягкий, теплый климат, сухой воздух. Я астматичка, я здесь прекрасно себя чувствую. Также здесь хорошо себя чувствуют те, у кого давление высокое, приезжают сюда. И 3-я категория, у кого суставы больные. Все тоже соли, море вытягивает соли и прекращает болеть. Ой, да что такое, блядь? Оставляй. Не, это было очень интересно. Мне понравилось. Как проходит ваш день? Вот мы с вами познакомились на пляже. То есть каждое утро у вас начинается с похода на море, правильно? Да, я хожу на море каждый день. Раньше ходила каждый день, сейчас, честно говоря, через день. Потому что я люблю делать ролики, я люблю сидеть в ТикТоке, я люблю монтировать, я люблю ставить музыку. Моя жизнь – это море. И музыка. Музыка, да? И музыка. Я еще пою, кроме того. Поете? Да, я пою в караоке. Бабуля такая артистка здесь. Меня здесь многие знают. Смотри, да вы что? Так мы это еще заснимем. Да, вчера я тоже была в караоке. Я вчера пела Let It Be. Ты знаешь Let It Be? Да.
When I find myself in time of trouble, Mother Mary come to me, speaking of the wisdom, let it be. And in my office darkness, she's standing right in front of me, speaking of the wisdom, let it be, oh let it be. Я сегодня у вас один зритель, но я буду стараться. Так, то есть вы поете хорошо, обязательно у вас будут новые зрители, подписчики. Еще кроме этого, Вероника, у нее ТикТок, 34 тысячи подписчиков. 34 тысячи Все подписчиков. координаты будут под видео, как обычно. Вы сможете написать Веронике, познакомиться с ней, приехать послушать ее песни. Так, ну вот во сколько вы встаете? Расскажите. Во сколько что? Во сколько вы просыпаетесь утром? Я рано просыпаюсь, ты знаешь, я не могу, ну это старые люди, они же все рано просыпаются, это молодежь любит долго поспать. Да? Вот. ну да, да. Такие бабули, как я, просыпаются рано и иду на пляж. Сегодня вот это уже было, ты же меня с пляжа вытащила. То есть в 8 часов вы уже на пляже, да? Ну, в 8, начало 9 я уже на Так, пляже. что вы завтракаете? Кофе пью с чем-нибудь. Чем? Ну, с чем-нибудь, с круассанчиком, бутербродик Да, сделаю потом, с сыром. А потом иду на пляж. На пляж, да? Да, всегда у меня Обед. супчик есть. Всегда супчик есть. Я С люблю собой? куриный суп, я люблю супчики, я всегда готовлю и кормлю со своих соседок. Ну такая дружелюбная, так. А Как еще- потом приходите, отдыхаете? Отдыхаю немножко, потом захожу в ТикТок, делаю свои ролики любимые. Вот. Общаюсь с подругами, с детьми обязательно, каждый день почти общаемся. Вечером иногда иду в караоке, а еще кроме того я сейчас работаю, я подрабатываю немножко. Не всегда, это очень редко То есть вы бывает. живете на пенсии в основном, да? А? Вы живете на пенсии? На пенсию и на то, что я арендую квартиру, сдаю в аренду, вернее, квартиру в свой дом. И эта аренда идет на аренду Свою? здесь. Как раз. Я от $150 с ней сдаю квартиру молодечно, и здесь Оплачиваете в Кургаде? именно эта же цена идет у меня на аренду квартиры. На пенсию живу, пенсия тоже небольшая, и иногда мне помогает дочь. Не всегда, если может, помогает. А если не может помочь, я иду в няньки. Я не стесняюсь. Да, тут можно подрабатывать. Скажите, тут да. кем подрабатывают наши женщины? Няня иду. собачками гуляют, да? Нет, я с собачками не гуляю, спасибо. Не, ну Господи. другие же могут гулять. А другие, наверное, гуляют, я не знаю. А так с я детками? иду, я просто познакомилась случайно в прошлом году. Меня попросили посмотреть девочку, и мы так подружились. Молодая семья, ребята из Ставрополя. И такой ребенок замечательный, и такие люди замечательные. И они такие хлебосольные. Она меня сама жалеет, она мне боится, чтобы я не нагнулась, не подняла ничего. Очень хорошие. Я с ними подружилась, мы целый год переписывались. Сейчас они приехали, опять меня позвали. Да вы что, ну Да. видите, как приятно. Ну, это Они живут в Алдау. Знаешь, Алдау Да, комплекс? Алдау. Хороший такой Хороший богатый комплекс. И они такие состоятельные, они меня балуют. Я сказала, за что вы мне платите? За удовольствие побыть с вашим ребенком. Ну вот видите, значит, получается, в Египте всегда можно пристроиться в Хургаде нашим людям, помогать. Ну, не всегда. Вот у меня подруга никак не может найти работу. Но она помоложе, значит, она хочет какую-то, она может быть где-то гидом, может быть где-то в магазине, какие-то масла она когда-то раньше торговала. Но очень-очень много работать надо с 9 утра до 9 вечера. И конечно, оплата очень низкая. Ну, в общем, надо Зарплаты стараться. здесь маленькие. Надо стараться, чтобы найти, да? Надо стараться и надо знать языки. Если у кого-то, кто знает языки, английский, арабский, конечно, тогда легче. А у нее слабовато с английским, вот, ну, русский язык, ну, вот, никак не может, уже полгода не может найти работу. Иногда меня подменяет, Подменяет, когда да? я заленюсь, да. Я вас поняла. У вас шикарный возраст, вы мне говорили вчера 69, и вы себя здесь чувствуете как девочка, да? Да, ну, возраст 6-9, слушай, сексуальный возраст. Самый сексуальный 6-9, возраст. ты слышишь, какая цифра? 69. Ну, это все шутки, надеюсь, Ну, твои подписчики это понимают. Мои подписчики уже привыкли к шуткам, они уже не могут без шуток. Я без юмора не могу. Юмор и музыка помогают мне жить. Я только так. У меня и в ТикТоке обычно обязательно где-то что-то такое, я или анекдотик расскажу, или загну что-нибудь такое. Такое, да? Меня прощают мои девчата. Не, ну так это же как, в данный момент жизни, когда мы живем во времена перемен, не шутить. Шутить обязательно надо. В наше время приходится. Да, шутить. и я вздохнула, и вы вздохнули, правда? Да, ты знаешь, раньше больше. Раньше больше у меня были вообще просто юмористические такие ролики. Сейчас немножко беда это нас, понимаешь, заставила быть. Я другой раз смеюсь, а я знаю, что у меня подписчицы, которая сейчас сидит, а там бомбят, понимаешь? И я
ради нее даже я говорю, Оленька, вот даже я другой раз говорю, Оленька, извини, я знаю, что тебе сейчас не до этого. Она говорит, да ладно, шути, говорит, танцуй за меня, говорит, Да, потанцуй да, за да, меня. да, да. Хорошие люди, хорошо ко мне относятся, я рада и счастлива. Мы их отвлекаем, хоть немножечко, но отвлекаем, потому что мои подписчицы с Украины тоже пишут. Виктория, отвлекайте, что-нибудь такое снимайте, смешное, веселое, чтобы мы наполнялись позитивом. Вот, собственно, служу человечеству. И нахожу таких людей же, видите, по духу. Да, мы привыкли к Хургаде. Несмотря на какие-то там недостатки, мы все равно ее любим. Что, зайка? Все, сделал тише. Сделал тише, Сегодня, пока ехала на пляж, уже чуть замуж не вышла. Да вы что? Да, буквально за 15 секунд водитель, я как раз осталась одна в автобусе почему-то, и он говорит, оборачивается и показывает мне, Мэри, давай поедем, Поехали жениться. Изменил маршрут, не поехал по маршруту, повез меня прямо на Марину, представляешь? Ну, Вероника, вы согласны, что здесь можно выйти замуж, как только вы вышла из дома? Ну тогда... Согласны? Ну тогда, конечно. Тут можно выходить замуж каждую неделю. Главное, что им не надо колым никакой платить. Колым? Почему не надо? Потому так что, вы потребуете. Ну потому что на арабских, что когда он женится на своих, надо же привести жену в дом, надо же колым, надо же что. А наши женщины и так рады. А я не так рада. Я, допустим, только ради колыма и много колыма. Я тоже. Поэтому мы с тобой одни. Да, поэтому мы с тобой выбираем. Мы не одни. Вокруг нас много прекрасных людей, но мы такие, скажем, избирательные. Ой, не знаю, кого тут выбирать. А что вас в жизни вот наполняет, возбуждает, дает вот жизненную силу? Ты знаешь, уже ничего не возбуждает. Как ничего не возбуждает? Что меня может возбуждать? Не, ну... Только музыка, правда. Когда мне плохо, когда мне хорошо, я включаю музыку, песни и пою, и слушаю музыку. Я очень люблю музыку, You правда. can go, ما فيش مشكلة, you can go. No problem, baby, come. Музыка, да? Только музыка, правда. И в радости, и в печали я с музыкой всегда. Я не профессионалка, я не знаю ни одной ноты. Иногда я пою, я слышу, что я неправильно пою. Иногда я очень хорошо слышу, когда фальшивят. Но сделать это ничего не могу. Вот, у нас есть очень хороший. Вика, давайте когда-нибудь сходим на караоке вместе. Слушай, когда? Говорите, я пойду поснимаю, когда? Хорошо, я скажу, когда будет караоке, где-нибудь вот в таверне или в клуб 55, это вот недалеко от меня. Мы можем и в другой, таверне может быть, даже, да? Карина, вот на Мамше клуб очень хороший. И Карина на Мамше, да? Да, это тебе будет очень интересно. Да. Я даже не знаю, где это Карина, но мы тогда решим. Мы созвонимся и подъедем туда. Хорошая кафешка такая. Давайте. А ты же здесь в Каусере живешь, да? Да, да. Здесь нету. Каждый день караоке проходит каждый день где-нибудь по городу. Ну вот в Каусере нету. Так, значит, мы обязательно покажем нашим подписчикам, как поет Вероника в Хургаде. То есть вы такая известная личность, я так предполагаю, да? Да, меня многие знают. Я иду по городу, со мной здороваются. Да вы что? Как и с тобой, наверное, да? Очень многие здороваются. Говорят, здравствуйте, мы вас знаем, мы вас в ТикТоке смотрим. Видите как? И ты знаешь, это обязывает. Обязывает, правда да? же? Ну, чуть-чуть, да. Я уже не такая разболтанная немножко, как я себе позволяла немножко. Как-то уже, я стараюсь, думаю, как-то люди же меня смотрят и скажут, ну что это совсем, уже бабуля, крыша стартанула у нее там, что ли. Ну так это же интересно быть немножечко сумасшедшей. Это же такой момент роскоши даже. А что делать? Но. А что делать в нашей жизни остается? Хотя я очень люблю одиночество. Ты знаешь, мне многие спрашивают, почему вы даже хотя бы кого-то возьмите, с кем-то живите. Я люблю свое одиночество, оно мне не мешает. Я люблю быть одна. Но иногда я выхожу в люди. Оденусь, наряжусь. Я люблю наряжаться. Слушайте, ну а блогерство это ж такое, это ж ты как слуга человечеству. Это что? Но это такой момент, такая роль, как слуга человечеству. Ну и как это получилось, я совершенно не понимаю, как это получилось, как я стала. Я никогда не думала, что я буду рассказывать о своей жизни. Случайно, тоже все в жизни случайно. Как в жизни? Я говорю, ну как же в жизни? Один шаг мы, наверное, не делаем просто так. Поехала домой на пандемию, когда была пандемия в 2020 году. Закрыли небо, ты знаешь.
полгода я сидела в Беларуси. Внуки меня засунули в этот ТикТок. Я не знала такого слова иностранного, что это такое ТикТок. Внуки засунули. Им же надо было там поплясать бабушку, чтобы прикольнее бабулю с собой взять. И вы сняли это и загрузили, да? Сняла это, и потом я очень люблю фотографировать. Я фотографирую с молоду. Помнишь, когда еще были мыльницы такие, фотоаппаратики? Я иду в парк и могу полдня проходить, ловить, когда там пчелка сядет на цветочек. Вот это я очень люблю, правда. И сейчас я все время с фотоаппаратом, все время с камерой, я все это фотографирую, потом я монтирую, ставлю музыку. Вот это я люблю. Это я люблю этим заниматься. И поэтому я стала немножечко ставить какие-то фотографии про Хургаду, рассказывать. И пошли письма, пошли мне сообщения, пошли мне вопросы. И, кстати, самое интересное, что у меня подписчицы именно женщины. 34 тысячи бабушек, можно сказать. Ну, допустим, не бабушки, конечно, помоложе женщины меня. Вот. Но все равно, в основном, вот такого пенсионного возраста. И им интересно со мной. Я не рекламирую ничего, я многое не знаю, какие тут отели, какие тут, знаешь, квартиры, где-то что-то. Я рассказываю про свою жизнь. Проснулась и рассказываю. Вот сейчас я на пляже иду, вот сейчас я иду в магазин. Иногда дома, иногда так мы просто побалакаем с девчонками моими. Я их называю девчонки, я их называю лялечки. И они меня все называют лялечка, наша лялечка. Ну, они шикарно. переживают за меня, когда я болею. Они радуются, когда я пою, хорошо спела, или хорошо выгляжу, или что-то купила новенькое. Ну, вот так я живу. Ну, шикарно. Да. Я считаю, что шикарная жизнь у вас. Правда. Вот видите, что означает продуктивный человек. Я только отошла, возвращаюсь, а Вероника сидит и снимает видео для своего ТикТока. Вот. Вот они, деловые женщины в Хургаде. Вот этот фалафель с овощами можно перекусить хорошенько, и это стоит 7 фунтов. 7 фунтов это сколько денег? Я-то кушаю это впервые. А вообще в Египте многие питаются вот таким фастфудом, и можно не готовить целый день. Если не обосрусь. Вырежешь, конечно, обязательно.